Митюшина, я куратор публичной программы Музея современного искусства «Гараж», и мне выпала честь сегодня вести дискуссию, ну, такой, скорее, наверное, разговор, в котором мы поделимся разными своими ощущениями от времени и состояния наших институций с замечательными коллегами. И я буду часовая стрелка, не часовая. Начну с Елизаветы Лихачевой. Елизавета — директор Пушкинского музея, нашего грандиозного и великого. И что нам важно, да, что поскольку у нас с вами дискуссия называется «Режим сохранения институции», правильно, да, не вру, сохранение музея и институции, хотя на самом деле музей и институция отчасти синонимичной конструкции, я обозначу в том числе институциональный статус, да, что Пушкинский музей — это один из старейших музеев на территории России и музей, обладающий огромными фондами, живописными, и графическими, и современного искусства, и старейшего искусства, и в том числе музей, который появлялся как учебный, да, и музей государственный. Дальше с нами Наиля Аллахвердиева, я справилась, директор Пермского музея современного искусства. У этого музея статус краевой, музей также обладает коллекцией. И дальше про разные стратегии и политики мы поговорим. Я представляю музей «Гараж», мы частный музей. Дальше с нами Алия, господи, я забыла фамилию. Ахмадуллина, спасибо. Алия является директором музея «Заман» в Уфе. И что важно, и у Алии, и у Наили, у их институций здесь есть два замечательных стенда. Если вы их вдруг не смотрели, после дискуссии вернитесь к ним, пожалуйста. У Пермского музея современного искусства, который выиграл статус «Музей года», инсталляция Василия Кононова-Гредина, которая фантастически, я фанат Василия, инсталляция фантастическая, потому что она как раз описывает историю того здания, которое откроется в конце месяца. Да, как рассказал Василий мне, да, что это здание, которое было изначально построено как салон для автомобилей, в том числе Mercedes-Benz, поэтому его объект огромный, гигантский, очень сложный для транспортировки, который за вами, вот, даже вот чуть-чуть его видно, он, собственно, демонстрирует деконструкцию по отношению к этому автомобилю, и это шикарный жест. Гелендваген переделать это, мне кажется, многого стоит. У посольства «Заман», у музея «Заман», посольство, сейчас мы расскажем, почему есть два эти названия, которые у нас появляются в рамках этой институции, они выиграли как институция года. И здесь, конечно, интересно это разделение, когда-то надо будет у коллег с Космоску спросить, потому что институция, на всякий случай, да, это синоним слова «организация», но принято для организаций, работающих в культуре. И институцией может быть и галерея, и музей, и кто угодно. Да? Но, наверное, коллегам было интересно подчеркнуть, что музей — это та институция, которая, как правило, обладает коллекцией, да? Хотя и «Заман» тоже музей и тоже обладает коллекцией. Вот. Ну, в общем, это уже к разговору, к наименованию «Космоску». И с нами Елена Титова, директор... Да ничего страшного, но у нас, видите, какая публика чудесная. Елена Титова, директор музея декоративно-прикладного искусства, который также находится в Москве, и этот музей также государственный. И то, что я не сказала про «Заман», да, что музей целиком частный. Поэтому вы увидите очень разные точки зрения, потому что, конечно, приходит неприличная шутка, как бы, да, но на самом деле очень важно, на чьи деньги институция делается, потому что это очень часто, особенно в нынешних условиях, определяет возможности политики и стратегии. Но мы будем оставаться в рамках законодательства Российской Федерации и по краешку пройдем по тем областям, о которых мы можем открыто говорить. И также бы я хотела внести такую правку, потому что у всей программы есть замечательный куратор Виктор Мезяна, и он выбрал это название «Режим сохранения». Но как вот мы обсудили с Елизаветой, да, что сама формулировка сохранения, она как будто бы подразумевает какое-то замораживание, да, приостановление. И вот Елизавета пошутила, что лучший способ — это забальзамировать. Вот. Нам никому бальзамироваться не хочется, поэтому под сохранением я буду подразумевать жизнь, и мы все с коллегами договорились, что нам интересно жить, а жизнь означает течение и развитие. Поэтому то, о чем сегодня с вами будем говорить, мы будем говорить о том, как мы, собственно, разные институции работаем, что мы для этого делаем, и вот как-то в таком более созидательном ключе, мне кажется, важно это сделать. И также очень важный момент, который
которым нам хочется подступиться. И я, наверное, тут Наиле дам слово, как обозначить эту рамку, да, что все музеи, как бы нас все 5, мы работаем с разными контекстами, которые, конечно, сейчас за последние 1,5 года тоже перевернулись и переживают такую дикую турбулентность. Но одно дело 2 музея, расположенных в столице, да, ну и 3 мы, как я тут присоединилась к великим музеям с большими коллекциями, а другое дело музей, находящийся в регионе. И на самом деле в регионах сейчас, мне кажется, жизнь гораздо активнее и интереснее, ну, по моим ощущениям, да, вот, ну, я не везде успеваю доехать, но то, что я слышу от коллег, да, потому что публика более благодарная, с одной стороны, а с другой стороны, есть много вызовов. И я, наверное, попрошу Наилю про вот эти особенности регионального музея и музея, работающего с регионом, сказать, потому что у тебя есть своя позиция на эту тему, а потом тогда Московский музей ответить, или Алию присоединиться или поспорить. Сейчас посмотрим. Раз. Добрый день. Действительно, очень важный вопрос, каким должен быть музей, региональный музей современного искусства. И здесь я должна сказать, что у нас был собственный довольно специальный опыт, связанный с нашим музеем, потому что мы прошли разные фазы позиционирования, разные стратегии внутри музея развивались. Изначально музей проектировался как мировой музей, как музей, который находится в глобальном пространстве и ведет диалог там с ключевыми институциями типа Tate Modern, Центр Помпиду, МОМА и так далее. Но весь этот очень амбициозный план и проектирование музея было таким же амбициозным и на уровне концепции, и на уровне архитектурного проекта. И все это накрылось медным тазом при первой же смене властей в регионе. Как только поменялся губернатор, позиция по отношению к музею радикально изменилась. И получилось, что вот этот вот глобальный контур, он оказался таким абсолютно неподдерживающим. И вот эта первоначальная стратегия, которая предполагала такой мощный модернистский заход и проектирование такого надтерриториального музея, который, в общем, возник из ниоткуда, возник благодаря политической воле прежде всего. И дальше предполагалось, что в какой-то момент возникнет вот это вот понимание, да, то есть регион станет бенефициаром вот этого успеха музейного. И вот когда он станет бенефициаром, тогда все поймут, зачем этот музей был создан и почему он в такой как бы концепции разворачивался. Но в 2014-2013 году поменялась власть, и дальше наступил довольно драматический период, связанный с тем, что, во-первых, музей потерял свой дом, и из-за аварийности здания речного вокзала нас выселили, мы переселились на временное поселение в бывший торговый центр. Но самое главное, было совершенно катастрофическое ощущение того, что город не является, ну, тебя не поддерживает. То есть этот город, как будто бы музей, как такая институция существует, а город существует в параллельной реальности, и кроме власти никто не может стать на защиту. И вот эта вот проблема всех проектов, когда вот этот политический ресурс является единственным и главным для разворачивания каких-то институциональных практик. И поэтому с 2014 года мне пришлось менять радикально стратегию на то, чтобы выращивать отношения с территорией и, по большому счету, полностью изменить там, выставочную содержательную политику, которая теперь была ориентирована на связывание музея с территорией, на то, чтобы превратить музей из глобального в пермский. Потому что выращивание заказчика, социального заказчика, то есть город должен хотеть музей, то есть город должен встать и сказать: мы хотим этот музей. Это и есть главная задача, с которой мы там последние 9 лет работали. И, конечно, вот эта конверсия из вот такого надтерриториального музея в родной музей, музей, который снова вернулся в повестку, политическую повестку региона, она является очень важной, поскольку очень много проектов, очень много программ были ориентированы на то, чтобы показать Пермь
в разных совершенно аспектах, от поддержки пермского современного искусства, от поддержки разных сообществ, от каких-то творческих практик, которые так или иначе вовлекают локальную аудиторию в творческий процесс. И в конечном итоге вот этот наш переезд в этом году важное для нас событие, и переезд в очень хорошее пространство, очень как бы мощный, ну, в каком-то смысле мощная поддержка со стороны регионального правительства. Она связана не только с тем, что у нас действительно очень хорошая сейчас политическая ситуация, но и с тем, что, ну, музей молодец, да, и мы молодцы, и мы сделали очень много, чтобы вот изменить этот фокус. И вот мне кажется, что мы находимся сейчас в какой-то новой фазе проектирования, когда дистанция между, ну, музеем и территорией невозможна. Музеи должны делать все возможное, чтобы вот быть способом репрезентации интересов людей, которые живут на этой территории. Потому что если этого не возникает, ну, мы как бы находимся вот в этой действительно колониальной матрице, когда мы, да, показываем какие-то коллекции, которые собраны. Коллекции эти могут отражать разные интересные процессы, но люди до конца не понимают, как эти объекты, экспонаты, связанные с их собственной жизнью здесь сейчас. Вот. А в целом, ну, это такой интересный путь. Я думаю, что сейчас вот мы находимся на новой, ну, как бы в новой рамке. И сейчас, когда мы очень сильно вырастили вот такие длинные корни, укоренились в почве, и мы сидим действительно довольно устойчиво, как нам кажется, на территории, то теперь уже можно немножко расширять рамку и становиться вот как бы обратно, возвращаться в контур ну, такого федерального проекта. Сейчас с международным контуром достаточно сложно, но тем не менее, когда у тебя есть почва, ты уже можешь думать о далеких горизонтах. Вот у нас такая вот ситуация, да. Спасибо тебе большое. Мы тогда вернемся к региональному контексту сейчас чуть позже. А пока хочу, Елизавет, вас спросить. Вот Наиля, прости меня, пожалуйста, Христа ради, так, сказал важный момент, что, например, музей в регионе молодец, когда он нашел способ взаимодействовать, да, завлечь и местных художников и с местной аудиторией. А Московский музей, и в частности музей имени Пушкина, вот когда он, на ваш взгляд, молодец? Во-первых, я бы хотел сказать, что история музея Пермь показывает одну очень простую вещь. Тенденция изменилась, она изменилась в мире. Никому больше не нужны безумные центры современного искусства, наполненные никому непонятными штуками, отвечающие на некие глобальные вызовы, потому что всем сейчас наплевать на глобальные вызовы. Всех волнует их дом, их место. Это очень хорошо заметно сейчас в Стамбуле. Я только что вернулся из Стамбула, я там сходил в местный музей, Стамбул Модерн, и все, что там стоит, касается конкретно Турции, проблем турецких, проблем людей, которые живут в Турции. И это разительно отличается от того, что я год назад видел, например, на Биеннале современного искусства в Венеции, потому что ни одной проблемы, которая волнует как бы глобальное сообщество, там представлено не было. Это на самом деле даже не тенденция, а реальность, в которой мы живем. Глобализация кончилась. Вот в свое время там, как его там, этот японец странный, сказал, что кончилась история, он был категорически неправ, кончилась глобализация. Никого больше не интересуют глобальные проблемы, всех интересуют проблемы их. И это да, правильно. Потому что когда человек не занимается своими проблемами, занимается проблемами глобальными, ничего хорошего из этого, как правило, не выходит, получается мировая революция. Мы на злобу всем буржуям мировой пожар раздуем. И на самом деле этот большевизм не имеет никакого значения, под каким флагом он происходит. Так что Пермский музей, и это очень радостно на самом деле, просто вернулся к нормальному росту музея. Музей нужен сообществу. Пушкинский музей появляется как музей сообщества московского. Московский Иван Владимирович Стаев, который создает сначала университетский музей, на который он ищет деньги. На музей изящных искусств Ивана Цветаева дают деньги московские купцы. Не Московский университет, московские купцы. И этот музей становится музеем московским. И то, что он вырос в конечном итоге в какой-то глобальный музей, да, в музей такого более универсального типа, это результат некой внутренней эволюции. Я думаю, что если бы Цветаев пришел к московским купцам и сказал, что он хочет условный Лувр в Москве, он бы, скорее всего, не сделал бы ничего.
А когда музей молодец? Музей молодец, когда он выполняет 3 своих главных функции. Сохранение, изучение, просвещение. Вот если музей какую-то из этих функций не выполняет, он не молодец. Все просто. Спасибо. Лен, тогда вы скажете тоже, интересно ваше, а потом мы пойдем к Заману, потому что там большая любопытная история. У Всероссийского музея декоративного искусства история другая. В 1981 году эта институция была создана для того, чтобы смотреть на все лучшее, собирать всесоюзных выставок, имеется в виду декоративное искусство, авторское искусство. Была развернута программа экспедиций, которая собирала традиционное искусство к тому времени, 1981-80-е годы. Тогда еще наличествовало в окрестностях крупных городов севера, юга, запада и востока. И, собственно, коллекция формировалась благодаря сотрудникам по материалам. Это и ткани, и стекло, и металл, и дерево. Но коллекция это была современного декоративного искусства, всероссийского, тогда еще всесоюзного масштаба. То есть вопрос о том, что вот в коллекции Всероссийского музея декоративного искусства хранится нечто очень специфическое. Коллекция сейчас множится, и направления разворачиваются, тоже внутренняя эволюция происходит очень бурно. Но создан был музей всесоюзного масштаба для декоративного искусства лучших произведений всесоюзных выставок. И, все, наверное, знают, целый механизм формирования коллекций идет за счет, допустим, авторского искусства. Сегодня присоединилась, задачка «Современный дизайн». Мы формируем сегодня первую в стране коллекцию предметного российского дизайна. Возвращаясь опять назад, как эволюционировала коллекция, в начале 90-х годов тот самый замечательный кустарный музей, который тоже был создан в конце XIX века отцами города московским купечеством именно для поисков национально-романтического стиля, развития артелей художественных, там, так сказать, замечательные наши художники эксперименты и продвижением занимались. И эта коллекция сегодня в составе Всероссийского музея декоративного искусства. Много ли она, коллекция, имею в виду, говорит о каких-то специфических московских историях? Ну, довольно много, особенно та часть, которая вот кустарный музей, музей народного искусства. Дальше, всероссийские экспедиции – это про всей стране. Декоративное искусство конца XX века – это очень интересно, это именно потому, что это разное. Лен, а вот сообщество, например, какое-то вы нашли свое? То есть кто, не знаю, ваш основной посетитель? Потому что когда есть так узкий профиль... Этот путь для музея достаточно сложный, и он еще не закончен, поскольку, несмотря на героические усилия первых 20 лет, вот, до 2000 года, сформировалась действительно большая коллекция современного декоративного искусства из лучших образцов авторских вещей, образцов художественных промыслов, которые уже делал Институт художественной промышленности, то есть это художественные вещи. Несмотря на это, с популяризацией, как Елизавета сказала, у музея было всегда слабо. То есть долгие достаточно годы собирали, хранили, изучали, но не популяризировали. То есть только специалисты знали, какая огромная и шикарная, красивая коллекция в этом музее. И одна из лучших в мире, кстати. Что-что? Одна из лучших в мире. Да. Это да. Да. Но это действительно сложно вот
То есть Это сейчас идет замечательная выставка, я еще на ней не была, но видела, что коллега монтировала, поэтому я видела фотографии в Инстаграме, да, посвященная 150-летию со дня рождения Алексея Щусева, да, замечательного архитектора, ну, великого архитектора, который... Да, но здесь как раз мы с Елизаветой это обсуждали. Конечно, музей Щусева откроется сейчас великолепно, не сомневаюсь в этом, сказать, выставка музея Щусева, но с 90-х годов именно во Всероссийском музее декоративного искусства хранится коллекция тканей, коллекция Щусева, его личная коллекция. И это тоже очень интересно, личные вещи. То есть связь наша с гениальным архитектором тоже интересна. Правда, выставка получилась, но она сделана на новых наших поступлениях. И вот этой вот личной частной коллекции Щусева тканевой. А есть задача популяризировать тот богатейший материал, который, ну, прямо здорово, так сказать, скомплектовали и хранили и изучали 40 с лишним лет, но популяризацией мы, так сказать, преодолевая неузнаваемость названия, непопулярность бренда, так сказать, такую историю про то, что у вас там сундуки сплошные, мы работаем последние несколько лет активно. Ну и преодолеваем, естественно, преодолеваем от фактически учебного такого школьного музея и музея специалистов. Мы сегодня идем к самому, я считаю, востребованному такому для молодежи, для креативных индустрий, как источник вдохновения, так сказать, удивительных, уже пройденных в декоративном искусстве и дизайне этапов, и готовы это все показывать всем. Хорошо, спасибо. Так, и теперь мы перейдем к Алие. И про Заман — это удивительная институция, которая находится в Уфе, которая была задумана в 2015 году, в активном режиме работает 2 года, и при этом это институция, у которой еще нет здания, да, о здании они только мечтают, поэтому... И при этом есть фантастический замысел, то есть мне очень понравилась вообще сама интенция появления этой институции, это готовность работать с регионом, и не только с конкретным городом, да, а с большой протяженностью, получается, от Самары, да, до Уральских гор и дальше. Да, Урал и Поволжье. И Урал и Поволжье. И здесь сначала мне хочется попросить немножко описать вот эту уникальную форму, которая есть сейчас. Действительно, в истории институций разнообразных есть такой ход, да, который, например, там использовал музей Стеделик при реставрации своего основного здания и постройке новой, или там, не знаю, музей Turner Contemporary в Маргейте, да, когда делается публичная программа до того, как здание появляется. И поэтому коллеги придумали замечательное слово «посольство», да, поэтому вы видите, если читаете подписи, да, что Алиена подписано, что директор посольства музея Заман. Вот это формат посольства, то есть пребывание институции уже в городе, да, и в регионе, но пока без основного здания, он тоже требует какого-то особенного режима и способа функционирования. Поэтому я попрошу описать, что такое посольство, и, с другой стороны, коснуться того аспекта, о котором говорила Наиля, в плане, если у вас вот этот вызов вырастить своего заказчика, или уже музей появился from bottom up, да, снизу вверх, и уже этот заказчик существует, и вы с ним активно взаимодействуете. Немножко поделитесь с нами вот общим контекстом. Я, к сожалению, еще не была в Уфе, хотя вот обсуждали, да, что замечательная коллега Маша Сарычева, которая с Ильей также участвовала в разработке текстов для стенда, тоже с нами долго работала в гараже. Я знаю про Уфу очень много эмоционального, да, но про контекст тоже будет интересно услышать. В общем, сразу 3, получается, составных блока. У нас такая ситуация сложилась, что с 2015 года планировалась постройка музея. У нас был участок на южном склоне Уфы, на берегу Белой. У нас разработана была архитектурная концепция архитектурной студии «Меганом». И в итоге в 2021 году, в октябре, правительство Республики Башкортостан попросило для нужд, скажем, правительства отдать нам этот участок для строительства Евразийской библиотеки, которая не случилась.
Да, и мы тоже остались без участка. И да, я вот То есть просто... на нем вообще сейчас до сих пор ничего нет? На нем ничего нет, как бы, да. И я почему зависла? Потому что для нас это был такой очень сложный период переосмысления, чего мы хотим. Мы, как команда в этот момент, мне кажется, резко повзрослели, сели и подумали, с региональными властями делить как бы ничего не получится, потому что это наш дом, мы хотим дальше развиваться. А что мы можем сделать в этой ситуации? Вот этот вот проактивный подход вообще команды Замана, это почему я говорю, потому что это очень важно. Мы всегда в любых ситуациях ищем возможности. И мы придумали вот этот формат работы музея без стен в формате посольства. И сейчас у нас есть такое любимое выражение: посольство находится в Уфе, а послы по всему миру. И у нас очень хороший кураторский состав. У нас около 30 человек вообще в команде. Из них, может быть, человек 5 — это видимые, а остальная команда не такая видимая, но очень молодая, очень креативная. И сейчас мы работаем и хотим работать, и присутствуем. То есть мы заявили о том, что нам интересны 9 регионов. Мы работаем уже с Ижевском, мы работаем с Казанью, мы работаем с Самарой, Челябинском. На нашей первой арт-резиденции на Мадической были художница из Оренбурга, еще из других, из Перми у нас был художник. То есть мы очертили такую территорию, которую мы в первую очередь исследуем. И поэтому, я думаю, нам дали институцию года, потому что для нас исследовательская деятельность — это приоритетная деятельность. У нас есть коллекция. Пока туда входят работы художников 3 городов. Ну, городов мы так называем, но, в принципе, не только городов. Это Ижевск, Казань и Уфа. Пока мы приостановили закуп. И это более 300 работ. И мы называем на данный момент, что это коллекция Марата Ахметшина, нашего мецената. И вот в Ижевск мы повезли полностью в Государственный музей изобразительных искусств удмуртский нашу коллекцию. И для нас это очень важно показать в одном месте то, что у нас есть, да, и работать с государственными институциями тоже важно, потому что у государственных институций мы как раз учимся вот этому музейному делу и подходу. Потому что мы, как команда, по сути, мы себя называем культурным стартапом, потому что наш меценат, у него, ну, скажем, IT-технологический такой бизнес, и мы каждый раз, у нас проектные команды, мы работаем по методу скрама, мы как бы изобретаем новые подходы в том, как мы управляем всеми процессами, да, производства. Я единственное, сейчас меня немножко вы опередили, потому что про команду я хотела, да, поговорить чуть попозже. У меня был вопрос про посольство. То про есть, посольство, вот. Момент описать коллегам, да, потому что это, мне кажется, очень интересно. Мгм. То есть следы вот этой публичной программы, которая началась в марте 2022 года, вы Всё. видите на стенде, да, и там есть Мгм. части документации, лекций, разговоров. Но очень интересно узнать вот именно с точки зрения как бы местного зрителя и заказчика, было ли это востребовано? По вашим ощущениям, то есть и было какое-то востребовано широкая аудитория, либо это были, там, не знаю, именно художники, дизайнеры, которые на это пришли. То есть вот про этот еще стартовый этап чуть-чуть расскажите, пожалуйста. И продолжаете ли вы его сейчас? Да, мы номадическая институция, то есть кочевая, да, мы делаем проекты, так как у нас нет здания, мы для себя в первую очередь обозначили, что у нас нет здания, но мы можем работать с существующими институциями, делать выставки там. То есть мы для себя обозначили, вот у нас есть галерея Мирас, есть у нас Нестеровский музей, есть галерея X-Max, и вот весь 21 год, 22-й, прошу прощения, мы делали выставки у наших соседей институций. Плюс мы
в феврале 2022 года начали свою публичную программу. Вообще мы начали работать публично, стали более видимыми как раз в феврале 2022 года. И когда вот мы говорим про то, как что-то сохранить, у нас не было другого времени, кроме того времени, которое сейчас. Да? Мы именно вот в этот период начали свою работу, и мы не знаем, как работать по-другому. И для нас важно, что у нас нет заказчика, кроме нас самих. Мы сами для себя определяем, как бы, с чем мы хотим работать. И это очень важно. И аудитория, которая вокруг нас сейчас создается, мы ее вместе с ней же как бы изобретаем, да, то есть кто к нам приходит, кому интересно. Вот даже по Космоскову по стенду к нам приходят на стенд и говорят: «О, вы Заман, а мы знаем вас по YouTube-каналу». У нас очень такая интересная, скажем, публичная программа, лекторы, подборка, да, и что люди узнают именно через наши лекции по рекомендациям про нас и чем мы занимаемся. Или, например, если рассматривать формат посольства, что это? Это то, что мы представляем свои интересы в разных этих 9 регионах, но мы не заходим в этот регион: «Здравствуйте, Самара, а теперь мы будем делать выставки у вас, мы Заман такие молодые, и у нас есть деньги», потому что мы частная институция, и у нас есть меценат. И давайте-ка мы сейчас вам покажем, что такое делать современное искусство. Нет, мы так не работаем. Мы заявили о своих интересах, и если отклик от региона, и если нас приглашают в этот регион, инициируют проекты, нам всегда важно, чтобы кто-то был этим лидером проекта, как мы это называем. То есть это не Кто-то обязательно местный мы. вы имеете? Да, местный. То есть тот проводник, который хочет, чтобы Заман на этой территории вместе как бы с местным, да, актором делал проекты в разных городах. Так, хорошо. И теперь я хочу еще поговорить, поскольку любая институция — это прежде всего люди. И, например, там гараж, да, когда мы развивались, как раз когда я только пришла в 2010 году, у нас тоже было где-то 30 человек. Как взаимодействует 30 человек легко, живо, бодро, да, и в бесконечном обсуждении, я себе представляю хорошо, да, сейчас, тоже за последние 2 года мы сократились, но так у нас в какой-то вот пик, да, там, на начало, наконец, 2021 года у нас было там около 400. И у нас очень часто, например, возникали споры вообще, куда мы идем, что мы делаем, не только там в кураторском составе, да, когда ты из кураторского состава приходишь к менеджерам или к сотрудникам ресепшена или к экскурсоводам, выясняется, что все работают как бы в разных институциях и про разные институции рассказывают, не знаю, посетителям. Вот, поэтому у меня вопрос ко всем, но нам нужно только будет коротко сказать про это. Каким образом вы команду вдохновляете? Первый вопрос, да, и второй вопрос: каким образом происходит какое-то или не происходит, да, и, например, нормально вот эта какая-то вариативность восприятия институции разными участниками команды, происходит ли какое-то, не знаю, встреча, разговор, переобсуждение, переформатирование, и в каком формате это происходит, чтобы, например, проверить, что, не знаю, все как-то одинаково понимают, где они работают, или все одинаково видят миссию. Елизавета, давайте с вас начнем, тем более вы не так давно, получается, с марта 23 года, да, директор Пушкинского музея, и это огромный институт с большой историей. Я знаю, что там очень разнородный состав. Вот как вы команду вдохновляете, как с ней работаете, чтобы было какое-то единство, или оно не нужно, например, может каждый отдел что-то свое двигать? История с Пушкинским музеем. Ответ на вопрос, что такое Пушкинский музей, напоминает мне притчу о 3 слепых, которые описывали слона. Один слон щупал хвост, решил, что Пушкинский, слон — это крыса, второй щупал ногу, решил, что это столб, а третий щупал хобот, решил, что это змея. Соответственно, если вы спросите любого сотрудника Пушкинского музея, что такое Пушкинский музей, если он не начнет отвечать вам банальные вещи, типа одно из крупнейших собраний западноевропейское, вот это все, что там обычно в пресс-релизах пишут, то начнутся всякие разные вариации, что вполне естественно, учитывая размеры и институции,
и количество людей, и представлений, и взглядов, и даже видов деятельности внутри музея. То есть сложно требовать общего взгляда от смотрителя и, не знаю, там, человека, занимающегося маркетингом, единого взгляда. Хотя, казалось бы, они как раз должны смотреть в одну сторону. Как я вдохновляю? Никак не вдохновляю. Есть такая чудесная вещь, называется плетка. Есть такое странное представление о том, что если директор ездит на велосипеде, то он демократичный. Это, конечно, полная ерунда. Я сам настоящий диктатор. У меня нет времени на вдохновление. У меня есть конкретная задача, ее надо выполнить. Если вы не согласны с моей постановкой вопроса, вы либо выскажете свое мнение, либо заткнитесь и делайте. Других вариантов не существует. Возможность высказаться уже тоже вполне. Нет, конечно, возможность высказаться должна быть, потому что ты не можешь один решать. Есть вещи, в которых ты просто ни черта не понимаешь. Возможность высказаться должна быть. Главное, что бы мне хотелось, и вот на что направлена моя, если хотите, мотивация, это на умение людей аргументированно высказывать позицию. Не приходить ко мне с глазами кота из Шрека и говорить, ну как же, ну вот у нас там... А объяснить. Самое простое, вот мы там делаем, заказываем шкафы для одной там визуальной истории. Шкаф из МДФ с шириной 60 сантиметров стоит там 100 тысяч рублей. Я сейчас цену условно называю. Бухгалтерия совершенно спокойно залезла в интернет, посмотрела, сколько стоит шкаф из МДФ, а он стоит ровно в 3 раза меньше, и спросила, почему он стоит 100 тысяч рублей. И коллеги вместо того, чтобы объяснить, почему, они пошли ко мне, чтобы я продавила бухгалтерию, чтобы бухгалтерия тупо заплатила за эти шкафы. Понимаете? Вот это точно совершенно я хочу искоренить. Если ты не в состоянии объяснить, почему нужен шкаф за 100, а не за 30, да, тогда, значит... Совершенно верно. Тогда, соответственно, не надо ходить к начальству, чтобы начальство кого-то продавливало. Вот, так что мой единственный способ мотивации – это научить людей аргументировать свою позицию. Перед кем угодно. Если вы объясните бухгалтеру, почему шкаф должен стоить 100 тысяч, а не 20, ну, значит, наверное, мы сработаемся. Если нет, то нет. Все просто. Да, согласна. Но из опыта могу сказать, что это работает. Нас тоже как раз долго этому учили в музее «Гараж». И это рабочая политика. Абсолютно рабочая ситуация, потому что действительно нужно быть, либо сказать, да, я обознался, да, можно и простой шкаф, либо объяснить, почему эта вещь мне так нужна и чем она специфическая. Скажи, пожалуйста, Наиля. Господи, мне кажется, меня выпишут. Очень интересный вопрос. Я вообще безумно... И скажи еще, извини, сколько у вас человек работает, потому что я вот не представляю. У нас сейчас работает 17 человек, но у нас очень много чего на аутсорсинге. И в этом смысле, посчитать реальное количество команд, которые работают над какими-то проектами музея, достаточно сложно. Я как-то не занималась этим штатно. 17, но есть вакантные должности, и сейчас мы будем расширять набор людей под новый проект переезда музея. Но хочу сказать, что да, я, во-первых, безумно сочувствую, Лиза, вообще директорам больших музеев, потому что, это же целые системы, выросшие, и люди, которые привыкли к определенным практикам поведения. И мало того, в больших институциях очень легко спрятаться, ничего не делать или делать все. Я не представляю. А тем более еще, Елизавета, получается, еще региональные филиалы, они тоже в вашем управлении, правильно же? Да, они в нашем управлении. Мы Николай II, милости Божией, император Российский, царь польский, князь финский. Значит... Сейчас прости, что я перебил. Да, простите, ради бога, я просто... И там история, просто мы вчера в ГЭСе обсуждали как раз региональную политику, и там все время шел вопрос о том, что он в некоторой степени перекликается с тем, о чем вы говорили с самого начала, о вот этой приземленности проектов. Да? Проект, приземленный на конкретную почву. Вот. И главная сложность с регионами, конкретно в контексте Пушкинского музея, состоит в том, что Пушкинский музей вообще не понимает, зачем ему нужны какие-то регионы. У Пушкинского музея вообще все отлично. У него все регионы максимум расположены на Большой Бронной улице. Знаешь, все. Больше Пушкинского музея ничего не надо.
Так может, тогда инициируете, чтобы вернулись филиалы в самостоятельное плавание? Куда их должен... Они никогда не были самостоятельными. Не, ну они были же под Министерством культуры. Нет. Это была институция, которая называлась Государственный центр современного искусства. Она закрыта. Ну вот, а может быть, ее надо там переназвать и переоткрыть? Но я думаю, что вообще Государственный центр современного искусства, в принципе, это неправильно. Тогда частно-государственное партнерство. Еще раз повторяю, это не моя история, это история филиалов. Я То поняла. есть, если я могу им помочь, как директор институции, к которой они волей судеб прибились, Мгм. значит, я это сделаю. К вопросу о шкафах за 80 тысяч. Да. Если я не смогу этого сделать, будем искать какие-то другие варианты. Но мне всегда хотелось бы, чтобы это всегда был секс по-философски, знаете? Нет, это как? Есть секс по-студенчески, когда есть с кем, есть чем, но негде. Есть секс по-профессорски, с кем, есть где, но нечем. А Так. есть секс по-философски, когда есть с кем, есть где, есть чем, но зачем. Вот мне бы хотелось, да, вот это ответы на этот вопрос. Зачем? Хорошо, так. Сложно будет мне сейчас Сложно переключиться переключиться с темы философского секса. философского секса на... Должна сказать, что мы тоже и в этой ситуации, да, система управления тоже прошла довольно большой путь, потому что у нас долго был период двоевластия. Я была арт-директором, ну, то есть ключевым человеком, который определяет содержательную стратегию музея. И в музее работали периодически назначенные Министерством культуры ну, такие управленцы без опыта вообще работы в культурной сфере, просто для того, чтобы был какой-то внешний контроль. И только там несколько лет назад мне это окончательно надоело, и я сказала, да, я готова стать полноценным руководителем. И что я обнаружила? Я обнаружила, что модель, довольно тяжелая модель вообще существования в бюрократическом мире государственного учреждения, она от смены моего статуса не изменилась, потому что система устроена таким образом, если у тебя там два полюса, там на одном полюсе руководитель творческий, на втором, как бы административный, даже не административный, как бы там бюрократический, а команды творческие находятся в центре, то возникает бесконечная система манипуляций, да, там правый лагерь, левый лагерь, да, и как между этими лагерями команды, как бы лавируют, а, соответственно, это постоянное поле такое получается, как бы ось координат. Когда я стала директором, я оказалась в центре, команды оказались от меня справа и слева, административная команда там с одной стороны, творческая с другой, и тогда я стала таким объектом бесконечных претензий, как с одной, так и с другой стороны. И это очень морально тяжело, потому что все эти годы, там, с 2014 года, у меня была идея сохранения команд, бережного выращивания. У нас выросла замечательная команда образовательная, и я очень много сделала для того, чтобы поддерживать все вообще инициативы и продюсировать проекты этой команды. Но при этом я так и не смогла решить вот эту проблему какого-то как бы прекрасного творческого климата, который защищает команды от вот этой внешней бюрократии, потому что мы же находимся под Министерством культуры, у нас очень много формальных процессов. И вот этот разрыв между невероятной эйфорией, как бы творчеством, которое дает крылья, и потом приходит вот вся эта система контроля, который там эти крылья там бережно отрезает. И это, конечно, достаточно тяжелая ситуация. И мы прожили в таком очень сильном прессинге, да, эти годы, делая невероятные проекты. Но как будто бы стало понятно, что невозможно, что получается, что неважно, где находится прогрессивный руководитель, там, на втором уровне или на первом, если не поменять систему управления, то ничего не будет. И поэтому 2 года назад я решила войти в этот процесс. Он идет довольно, там, скажем, сложно, непросто, но потому что ломать систему, структуры, так знаете, как там перелом как бы восстанавливать. Уточни, пожалуйста, в чем перелом? Перелом заключается в том, что мы пытаемся создать более горизонтальную систему с возможностью делегирования руководителям отделов полномочия и бюджеты. То есть как сейчас выглядит? То есть есть какой-то мешок денег, люди не понимают, соответственно, с какими бюджетами они работают, они не планируют год, у них есть такой там абстрактный план ФХД. Они не понимают своей ответственности, потому что никто не занимается аналитикой, а вместо аналитики это
отчеты, вот эти мерзкие отчеты, из-за которых у нас мы накопили очень много конфликтов по этому поводу, там вот эти бесконечные ежемесячные там попроектные отчеты в Министерство культуры, и получается, что эффективного анализа у тебя нет, а есть вот этот вот скучный, непонятный отчетный режим. Вот. И поэтому сейчас, например, вот выращивание этой новой системы, оно связано с тем, что, во-первых, у нас появилась аналитика впервые. Мы анализируем процессы, у нас каждая выставка заканчивается публичными презентациями внутри с тем, что мы достигли, да, то есть какие KPI да, там мы выполнили с точки зрения посетителей, продаж билетов. У нас впервые появился отдел маркетинга. И тут надо сказать, что появление отдела маркетинга в Перме это довольно, ну, тоже как бы революционная идея, потому что она связана на самом деле с нетипичной для нас проблемой, с тем, что, ну, решением проблемы, с тем, что мы пытаемся сейчас впервые за всю свою историю заморочиться по поводу сервиса. То есть мы занимались проектами, мы делали очень классные вещи, но мы никогда не думали про сервис. А что такое сервис? Сервис — это там, где клиент оказывается ключевым, как бы, там, героем вообще всей вот этой огромной прекрасной истории. И он меняет радикально вот вообще всю систему музея, выворачивает наизнанку. Я помню, как мы же находились во временном пространстве, временном, ну, там, бывшего там торгового центра, где там зимой бывает иногда не очень тепло, там, потому что морозы очень сильные в Перми. И я помню, как мне там поколение отдела МТО, там, руководители говорили: ну, просто такие стены, ну, там, температура не выдерживается и так далее, и так далее. Ну, и получается, что клиент должен... Ну, то есть, а когда у тебя сервисный подход и тепло посетителя — это ключевая задача, то это выворачивает весь музей на задачу, которую нужно решать. И тогда вся система понимает, на кого она вообще работает. То есть от бухгалтерии, которая у нас, к счастью, на аутсорсинге, ну, в общем, ну, неважно. Просто у нас же музеи вывернуты. Почему? Потому что мы делаем, ну, как бы проекты, выставки, там, я не знаю что, но мы не понимаем, что вся вот эта большая структура, она заточена на человека, который пришел в музей, для которого случается вот какое-то чудо. И, например, вот эти всякие реформы, которые связаны с тем, как люди покупают билет, насколько им удобно их находить, смена там клиентских программ и прочее, прочее. И вплоть до того, что в этом году мы, например, отказались от смотрителей, но мы периодически от них отказывались, мы просто в принципе их убирали, потому что они нервируют посетителей, ну, очень сильно. Ну, то есть это в основном люди старше. Но это работа у них такая, нервировать посетителей вообще-то. Да, но в том смысле, что они, ну, как бы неприветливые, они в основном люди старшего возраста, и, в общем, у них тяжелая жизнь, их, в общем, самих очень жалко. И мы поменяли концепцию, мы вместо смотрителей посадили администраторов, назвали их по-другому, и поставили им задачу... Слушай, но у них все равно есть вот эта да, ответственность. Они несут, потому что это очень всегда сложная, тонкая функция. Но просто у них задача, и у них задача не просто... у них не задача не контроль, а исследование посетителя. И в рамках вот этой задачи они исследуют аудиторию, они с ней общаются, они с ней определенным образом разговаривают, они рассказывают об экспонатах. То есть у них расширенная функция, которая не позволяет им скучать, потому что они в результате своей работы сдают точно так же отчеты, связанные с тем, откуда человек вообще попал, как он попал в музей, что ему понравилось и так далее и тому подобное. И, короче, вот эти все процессы, заориентированные на клиенты, соответственно, требующие вообще другой, более комфортный тип взаимодействия вообще не только с посетителем, но и с партнерами и так далее и тому подобное, это вот такая идеальная задача, ну, программа «Максимум». А выращивание автономии отделов должно привести к тому, чтобы я могла заниматься спокойно стратегиями, допустим, ну или там кураторы приглашенные и так далее. А отделы понимали и свои возможности, и свою систему поощрений, и понимали, как они планируют бюджет. То есть, если сейчас срезюмировать, потому что нам надо, чтобы осталось еще у коллег сказать время, то как бы твоя система вдохновения-мотивации на данный момент — это ясность, да, проясненность, и, с другой стороны, выделенная ответственность. Да, да. Что при наличии ясной ответственности я могу понять, где могу ошибиться. Потому что когда нет ответственности, это все равно такая патерналистская модель, люди не понимают, какую ответственность несу я,
ну и так далее и тому подобное. И ты можешь сколько угодно вдохновлять и мотивировать, а потом, ну как бы любые какие-то там проблемы, связанные с тем, что люди не до конца понимали меру своего влияния на мою, там, в том числе, судьбу. Вот. Это, конечно, очень кривая история. И вот ответственность — это сейчас ключевой поинт. Ответственность и полномочия. Ну, то есть вот такие два фактора. Ну, понятно, потому что ответственность, она, если она действительно передана по-настоящему, да, не формально, а по-настоящему, то, что ты говоришь про то, у человека есть возможность принимать решения, и, соответственно, возможность ошибаться. Да. И я думаю, что все эти меры, они еще предполагают время, и хотела тоже вернуть к вашему стенду, Алия, потому что там есть замечательный один из плакатов, мне очень понравился, где есть рассуждение про время, немножко, чтобы тоже раскрыть, да, что заман в переводе означает эпоха. Эпоха, время, да. Да, и вот интересно конкретизировать вопрос, о котором мы говорили, и до Лены дойдет, да, про вдохновление людей. И вторая часть у меня была про то, насколько люди, которые вовлекаются в проект, даже такой мобильный, да, номадический, через какой инструмент, может быть, даже очень простой, не знаю, там, подчитай наш текст, у вас довольно здорово написана миссия, и она очень вдохновляет и мотивирует. Или, например, там, вот вы делитесь концепцией времени, что, не знаю, мы верим, что музей будет, не знаем точно, ли в 27 году нет, но вот есть здесь и сейчас. То есть через что вы присоединяете вот этих внешних послов, ну, как бы какая идея становится вот такой вот как бы объединяющей? Или тоже вы доверяете, что в каждом месте что-то по-своему происходит? Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас очень очеловеченные такие отношения внутри команды. Мы очень много разговариваем. У нас каждую среду, например, зумы или встречи с меценатом, который каждую среду с нами обсуждает все стратегические наши цели. У нас сразу были поставлены цель. У нас, например, цель привлечь 5000 замандашей. Замандаш — это соратник, современник переводится. То есть мы заман, у нас замандаши — это те люди, которые тем или иным... простите, 5000 за год или за... 5000, вот, например, за 5 лет у меня KPI стоит такой. Почему? А как они фиксируются, что они уже стали? Это интересный вопрос. Почему 5000? Когда вот меня пригласили заниматься этим проектом, мы просто с воздуха взяли эти 5000. Потому что никто не знает, сколько человек мы привлечем. Но 5000, понятная такая цифра, 5000 человек из 9 регионов, вроде бы что-то... И потом мы начали задавать вопрос, а как этих 5000 человек привлечь? И мы разработали вот это направление, 4 направления, как мы можем взаимодействовать с людьми. И команда как раз-таки этим занимается. Это деньги, это партнеры или... гранты или это донаты. Второе направление — это у нас репутация, то есть это информационные партнеры тоже могут быть, или публичные люди, которые с нами делают проекты и которые готовы о нас говорить и распространять. Третье — это у нас время. То, кто нам выделяет, это волонтеры, медиаторы, корпоративное волонтерство. И четвертое — это у нас... креатив, то есть идеи — это те, кто хочет с нами совместно делать проекты, и они свою идею, там, например, у нас недавно выставка «Индекс» проходила, самоорганизация «Индекс», они свою идею привели, мы дали им кураторов, то есть мы совместно сделали проект, и это вот как раз-таки в рамках креатива. Вот, и мы скоро запустим эту программу «Замандаш» у нас на сайте, и каждый, кто хочет, может стать этим замандашем, так или иначе поддерживать наш проект. То есть мы работаем, то есть это первое, что мы сделали, это прописали все наши цели. Мы прописали все наши ценности, мы прописали нашу миссию, и когда к нам приходит, скажем, в проекты внешний подрядчик или человек, да, который с нами взаимодействует, или, может быть, это новый член команды. И, кстати, мы нанимаем HR, чтобы нанимать. То есть профессионально мы не рассматриваем, вот нам прислали резюме. Есть специальные обученные люди, которые нанимают, как бы разговаривают с людьми, они знают о них больше. Потому что был опыт, когда мы не нанимали HR, и это всегда как бы это не то. Люди уходят потом, потому что у HR есть тоже цель, и
показатели ТЗ, они по нему как бы набирают людей в команду. И вот сейчас те, кто с нами уже работает, они работают с нами успешно. И у нас есть такая, скажем, иерархия, но иерархия какая? У нас есть там линейные менеджеры, например, выставочные менеджеры, и они принимают решения, они работают с бюджетами, они работают с кураторами, которые работают уже с художниками. И держатель процедуры является как раз-таки во всех проектах это выставочный менеджер. Ну, он может быть и в лаборатории или в арт-резиденции, но мы просто назвали их выставочным менеджером, и все. И по сути именно он является тем, кто этот бюджет формирует вместе с куратором, потом защищают они нам. То есть мы тоже, у нас есть бюджеты на год, у нас есть еженедельные вот эти вот, это отчетности, но это отчетности не в таком, это рефлексия, это почему, что, как, сколько было израсходовано на что, корректировка бюджета, согласование и тому подобное, принятие решения. Мы делаем так, стремимся к тому, чтобы линейные менеджеры сами на своем уровне решали все вопросы, чтобы они не вовлекали, скажем, директора книжного магазина или там, меня на решение проблем, чтобы они сами брали ответственность, чтобы они не спрашивали, Алия, а давай видеографа какого-нибудь мы выберем, потому что это, ну, я не должна заниматься подбором видеографа на проект или фотографа. Как бы, да, у меня другие задачи, я привлекаю деньги в проекты, ну, как бы коммуникации, партнеров и тому подобное. И получается, что в этом плане у нас все очень четко, и мы фиксируем все показатели с первого дня. Количество людей, кто пришел, у нас качественные и количественные показатели. И все это делают люди на местах. И сервис — это в первую очередь это то, на что мы ставим ставку. Спасибо огромное. Елен, скажите, пожалуйста, у вас сколько человек сейчас, какая команда, и вот тоже какой ваш способ мотивации, и делаете ли вы что-то специально внутри команды для того, чтобы они как раз вот эту новую задачу, да, продвигать коллекцию большую, исторически важную. Я даже помню, какая-то у вас была стратегическая сессия несколько лет назад, по-моему, каким-то образом участвовала, было очень интересно. Я как раз хотела сказать, что вот за 10 лет работы удалось из той концепции, которая была написана, выполнить 30%. И тогда, как раз когда была стратегическая сессия утверждения этой концепции, ну, 10-11 лет назад, в гостях был директор Ливерпульского музея, с которым мы тогда, так сказать, взаимодействовали, и он посмотрел так концепцию, говорит, на сколько лет? Я говорю, ну вот за 5, говорит, ну он надо мной насмехался, прямо скажу, и был прав. Потому что некоторые процессы, которые вроде бы понятно, как делать, но в условиях федерального бюджетного учреждения приобретают значительную сложность, часто слабо объяснимую. Люди, которые работают в музее, сегодня работает 150 человек, и большая часть – это основная деятельность, ну, то же самое хранение и реставрация, и, так сказать, изучение фондовых предметов. 250 тысяч хранения. У нас нет филиалов, у нас все на Делегатская, дом 3, в особняке Стермана и прилегающих зданиях, это все хранится там. И, конечно, это хранение вот в нашем музее, ну, я так сказать, могу сказать, что это королевство в королевстве, потому что стоит посягнуть на какие-то сложные вещи, сказать, для выставок, для изучения, для представления. Хранители, как львы, бросаются на отсечение. Мы один раз брали витрину библиотечную для выставки по Михаилу Лившицу. Наверное, наслушались. И мы прошли, несколько кругов, когда мы говорили, нет, это профессиональное устройство такое. С этим нельзя, и я считаю, что, наверное, не нужно бороться, хотя среди хранителей сейчас тоже очень много
молодежи, и это здорово, потому что интересует материал, интересует именно вот предметы, изучение предметов. Вот. Но принципы разнятся. Работа хранительская, она не предполагает заинтересованность в том, чтобы прям вот это все выдавать, просвещать. И здесь стимулы другие. Здесь стимулы уважительные отношения к этой, в общем, может быть, сегодня не очень популярной позиции, всегда надо выслушивать, точно надо давать выговариваться. Почему считается, что, значит, мы не работаем с этим материалом, почему он должен еще полежать лет 10, прежде чем мы до него дойдем. Но, как правило, все равно в федеральном бюджетном учреждении все-таки решение директора. У нас единовластие. Да, почти, да. Вот. И с этим принципом сложно работать, но вывести и делать шаги, как я сказала, что я бы хотела похвастаться, что та самая концепция, значит, вот прям выполнена, была лихая такая стратегическая сессия, мы все придумали, все сделали. Идем медленно, но идем, потому что большой блок, и я с удовольствием послушала коллег, как они, в общем, хорошо ткут вот эту ткань замечательных современных принципов работы. У нас это сохраняется, конечно, тоже в новых отделах: маркетинг, продвижение, пиар. Там тоже работают в основном люди, так сказать, молодые, хорошо выученные, и там это движение есть, безусловно. Вот. Но оно, когда направлено вовне, все мы умеем, да? Как только надо соединять вот, сказать, самое наше вот это главное, чтобы показывать то, что храним вовне, тут сложные такие возникают процессы. И мы с ними, естественно, работаем, но не так быстро, как хотелось бы. Хорошо, спасибо вам огромное. Я попытаюсь сейчас у меня все время английские слова вылезают, завершить, объединить нашу дискуссию. Во-первых, спасибо огромной аудитории за то, что вы подождали, за то, что вы целиком все время с нами пробыли. Мы тоже чуть задержались. Поблагодарить всех спикеров. Мы сейчас все друг другу похлопаем. И резюме такое, да, что всех... Меня сразу перебили, Даша, спасибо. Что, вы видите, несмотря на разность, да, что у нас есть государственные институции с огромными фондами, у нас есть институция краевая, с меньшими фондами, с командой частью на аутсорсе, частью нет, частные институции, да, где как бы можно сразу и прямо применять практики прямого горизонтального взаимодействия, какой-то открытости, все равно работает ясность, прояснение, да, и работает доверие ситуации в плане того, что на все требуется время. Да, и хочу завершить приглашением на стенд двух институций, у которых здесь есть стенды. Соответственно, музея года Пермского музея современного искусства, прямо за нами вы видите инсталляцию Василия Кононова-Гредина. На стенд «Заман», посмотрите, там действительно плакаты, требующие вникания, чуть-чуть чтения, да, но это очень здорово графически выполнено, у вас блестящий дизайнер, которого пригласили, очень хороший образец стенда, который описывает вот эту сложно сочиненную работу. Ну и, конечно, приходите в Пушкинский музей, на те выставки, которые идут сейчас, в Музее декоративно-прикладного искусства, и все полетим в Пермь на открытие вашего здания. Я поздравляю, обожаю Пермь, это мой какой-то город, где тоже часть проектов состоялась. И всем огромное спасибо, и в музей «Гараж» тоже приходите, мы больше сейчас делаем исследовательских проектов, публичных программ, но тоже работаем открыто. Спасибо огромное.